Ты такой приходишь, кайфуешь, а у тебя кубики пресса прямо-таки на глазах проявляются. Я вышла с тренировки, я такая, а так можно было? Серьезно? Потом у меня крепатура была неделю, я думала, не выживу. Ты лежишь на диване, и тебя кто-то там гладит или какая-то бабочка что-то там сокращает. Для меня был просто шок. Я не подозревала, что это настолько мощно может быть. После моего первого обзора на EMS тренировки, который, кстати, можно посмотреть здесь, мне стало интересно, действительно ли это правда все то, о чем нахваливают тренировки электростимуляции мышц. Меня зовут Виктория Сидорович, и сегодня мы вместе со студией Benefit EMS и Настей, тренером студии, решили развенчать мифы, которые чаще всего встречаются о EMS-тренировках. Казалось бы, можно просто сходить на пробную тренировку и понять, как это работает, но скажу из своего опыта, одной тренировки для этого недостаточно. Именно поэтому мы затеяли месячный эксперимент, где у меня есть 8 тренировок для того, чтобы достичь желаемых мной результатов. Сегодня у нас экватор, и полное видео до и после со всеми результатами вы увидите уже через несколько недель. А пока я тренируюсь, очень часто мне приходят сообщения и комментарии с опасениями, сомнениями, мифами, почему не стоит заниматься EMS, что это вообще такое, развод это или нет. Именно поэтому сегодня у меня в гостях тренер Настя, которая и расскажет нам, что из этого правда, что мифы и что такое на самом деле EMS. Настя, расскажи немножко о себе и почему ты вообще пришла в эту сферу EMS-ную. Всем привет! Я являюсь тренером в студии Benefit EMS, да, и я сюда пришла по одной простой причине, потому что мне интересна сфера реабилитации и физиотерапии, поскольку по образованию я физиотерапевт. Окей, Настя, самый первый и самый популярный вопрос, который все задают, действительно ли это безопасно, потому что есть такая мысль, что это вредит сердцу, и вот как если электричеством посылаются импульсы в мышцы, это скорее всего вредит мотору, да, то есть сердечной системе. Правда ли это и как вообще со здоровьем? Сразу скажу, что это миф. МС влияет исключительно на поперечно-полосатую мускулатуру, то есть мышцы нашего скелета. На сердце он никак не влияет. У сердца совсем другая частота для сокращения. То есть наш мозг вырабатывает электричество для того, чтобы сократить наши мышцы, для того, чтобы сократить наше сердце и то есть органы, чтобы функционировали. То есть у них разные частоты. То есть вообще на сердце нет никакого влияния? Нет, я еще скажу больше, оно работает просто как при ускоренной ходьбе. То есть людям с проблемами сердца можно заниматься, оно никак не вредит. Окей, это уже хорошая новость, да, что мы можем заботиться о своем здоровье, и это точно никак не вредит. Так что если вы так считали, это точно миф. Следующий вопрос, который, кстати, вот о том, что это не то чтобы не вредит, а вообще не имеет никакого значения. Мне написали, что напоминает эти бабочки из 2004 года. Вот, мне почему-то, у меня такой ассоциации не возникало, но у людей похоже, что возникает. Насколько это вообще, почему люди сравнивают? Это правда как-то похоже, эти бабочки и EMS? Ну, давайте вообще рассмотрим, что такое бабочки, да, это идет миостимуляция. Миостимуляция — это когда идет воздействие непосредственно на клеточку мышцы. Ну, оно вызывает видимое сокращение, да, но если человек развит физически, то для него это как вот просто его погладили, да? Если не развит, будет эффект? Можно реально эффект будет, но минимальный. То есть здесь нету такой глубокой проработки, как вот используем мы. То есть у нас здесь идет нейромышечная стимуляция. Это идет воздействие на мышцу путем иннервации двигательного нейрона. То есть это происходит очень глубоко и очень мощно. То есть это никак не похоже, и здесь эффект больше на нейронной... Не знаю, чем. Нейронном чем. На иннервации нейронов, да. То есть эффект в принципе, никак не сравним. Да, это абсолютно две разные вещи. То есть мышцы в разы сильнее работают, и, соответственно, результаты совсем другие. Ну, я бабочками не пользовалась, сказать честно, но то, что я испытываю на тренировках EMS, это точно не про то, что ты лежишь на диване, и тебя кто-то там гладит, или какая-то бабочка что-то там сокращает.
Хорошо, и в продолжении темы бабочек, один из самых распространенных мифов, что ЕМС – это тренинг для ленивых. Вот если ты хочешь ничего не делать, ты такой приходишь, кайфуешь, а у тебя кубики пресса прямо-таки на глазах проявляются. Не, ну почему же? Тут еще надо очень хорошенечко поработать. Ну, во-первых, мы здесь не просто лежим, да, и качаемся. Это в отдельных случаях, если человеку полностью противопоказано, да, движение, например, как варикоз, там, 3-й степени, да. Здесь нужно работать, и нужно работать с мышцами, нужно их правильно ощущать, и нужно знать грань ихнего сокращения. То есть, если в зале, да, мы можем взять какую-то нагрузку, там, 50 килограмм, то здесь мы можем сократить мышцы силой в 100 килограмм, как будто бы берем штангу со 100 килограммами. То есть здесь еще нужно, так сказать, выжить после такой тренировки. Ну, тут я однозначно согласна, потому что я тоже думала сначала, просто со стороны кажется, когда ты смотришь даже на видео, кажется просто, что ты стоишь и ничего не делаешь, поэтому может сложиться впечатление, что это для ленивых, но по ощущениям, честно вам скажу, это вообще не для ленивых, и иногда в зальчике можно намного лайтовее себя чувствовать, чем на ЕМС-тренировках, поэтому не верьте этому мифу. Это точно быстрее по времени? Да, это однозначно быстрее. Я скажу вот лично от себя свои первые впечатления, когда я позанималась вообще МС-системой. Я мастер спорта по волейболу, я очень знакома с физическими нагрузками, у меня были по 2 тренировки в день, то есть это очень тяжело на самом-то деле. И когда я первый раз позанималась, я вышла с тренировки, я такая, а так можно было? Серьезно? Я там тратила по 2 часа, чтобы вот настолько сильно проработать свои мышцы в зале, для того, чтобы какой-то был результат. А тут просто полчаса, и потом у меня крепатура была неделю, я думала, не выживу. Не, ну потом нормально, конечно, восстановилась, но все же это для меня был просто шок. Я не подозревала, что это настолько мощно может быть. Кстати, вот в тему этого есть тоже такой миф, что вот нейромиостимуляция, ну или миостимуляция, кто сравнивает просто с этим, что просто невозможно прокачать так качественно мышцы, как это делается вот в зале, что это все иллюзия, и так глубоко почему-то ты не прокачаешь их, как вот ты можешь сделать условно с тренером, когда ты берешь массу, там что-то качаешь себе. Не, ну почему? Мы когда берем большие веса, да, у нас основная группа мышц работает. Мышцы-стабилизаторы включаются только при таких вот очень нудных упражнениях, например, да, вот как вот мышцы-стабилизаторы спины, да, вот кошечка, ты стоишь ее делаешь по 50 раз, тогда они включаются, да, мышцы, которые держат наш позвоночный столб. А так в зале вообще в основном работает основная мускулатура, то есть все работают на рельеф, в принципе, да, мало кто ходит в зал для здоровья. Ну, а зачем? Все хотят быть секси. Ну да. То есть здесь наоборот все-таки прорабатываешь намного глубже. Да, на МС-тренировочке прорабатывается до 90% всех мышц. Это при условии, что вы берете очень хорошие нагрузки, да. То есть можно задействовать такие мышцы, о которых ты, в принципе, не подозреваешь, что они есть. Как измеряется, вот ты говоришь, брать нагрузки, ну и мне тренер на тренировках постоянно говорит, нужно брать больше нагрузок. Как это измеряется вот то ли в системе или это? А там измеряется в количестве мышечных волокон, которые у тебя задействованы. Например, вот если ты при определенной, во-первых, при определенной частоте включается определенный тип мышечного волокна, это первый момент. Второй момент, если мы будем брать, допустим, нагрузку 30% от максимума, то включится около 30%. Грубо говоря, это так, да, происходит. То есть, чем мы больше возьмем нагрузки, тем больше мышечных пучков включится в работу. И, наверное, последний вопрос из тех, которые мне писали подписчики, это как тогда ЕМС, если это в основном идет воздействие на мышцы, как он тогда влияет на сухожилия и остальные части, там, не знаю, кости, суставы, сухожилия, как ЕМС влияет на это? Оно вредит, помогает, вообще никак не затрагивает, насколько это можно считать вот комплексной такой историей? Ну, начнем с суставов. Это такая актуальная проблема вообще, в принципе, в нашем мире, да, особенно это проблемы позвоночника. Сама МС-система помогает справляться с проблемами, которые закончатся на ОЗО, то есть остеохондрозе, остеопорозе и так далее, да, то есть проблемы нарушения обмена веществ. МС что делает? За счет глубокой мышечной проработки он ускоряет эти все процессы восстановления, да, питания тканей всех и тем самым немножко оздоровляет. И также при хорошей прокачке, да, он выносит продукты распада из наших суставов. Это один момент. Второй момент, то, что про сухожилия, да, и связки.
Мы здесь не просто стоим, да. Хотя конечно, может казаться, что мы просто стоим. Да, здесь, конечно, можно просто постоять, да, и будет уже эффект, но мы всегда делаем упражнения, да, такие минимальные, но они в разы тяжелее становятся, ты на себе это все ощутила, конечно же. И благодаря вот этим маленьким упражнениям мы все равно держим в тонусе наши связочки и сухожилия. То есть все-таки какая-то нагрузка есть, да, но она очень безопасная. Но она настолько безопасная, что прям до неприличия невозможно. То есть все у нас крайне безопасно, и если даже есть какие-то противопоказания, я понимаю, что по здоровью все равно можно заниматься ЕМС. Да, единственными противопоказаниями являются у нас эпилепсия и беременность. Ну, беременность, потому что нет еще исследований на данную тему, да, эпилепсия. С эпилепсией мы людей не берем, да, потому что эпилепсия — это идет нарушение центральной нервной системы, и, как известно, любая физическая активность, то ли это зал, то ли это МС, это тренировка центральной нервной системы. Дабы ее лишний раз не стимулировать, да, мы как бы таких клиентов не берем. Здорово, спасибо тебе, что ты так раскрыла все по полочкам, расставила. Я надеюсь, что теперь будет понятно, что все, что говорят очень часто, все слухи, которые ходят о ЕМС, это просто слухи. И я очень рекомендую вам не верить ничему на слово, а прийти и попробовать на себе, желательно на пару тренировочек, так чтобы до конца ощутить. Кстати, в студии Benefit EMS есть пробные тренировки со скидкой 50%, поэтому не упускайте свой шанс покайфовать тут в зальчике. Настя, спасибо тебе еще раз. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и чтобы не пропускать новое видео, где вы узнаете, каких реальных результатов можно достичь за месяц ЕМС тренировок. С вами была Виктория Сидорович и Настя. До скорого!